Андрей Карпатый недавно поделился тем, как он быстро усваивает и агрегирует знания, и внутри его вирусного твита с 19 миллионами просмотров находится один инструмент, который большинство людей просто пропустили, кажется. Он называется MARP и превращает вашего AI-агента в полноценного дизайнера слайдов, который может эффективно заменить Canva, PowerPoint, Gamma. И самое лучшее состоит в том, что он молниеносно быстрый. Он полностью бесплатный, и в этом видео я научу вас, как вы можете его использовать. Теперь, чтобы дать вам немного контекста, Андрей Карпатый — это парень, который помогал когда-то создавать GPT в OpenAI, а также был бывшим главой Tesla AI. Он недавно поделился тем, как изучает и усваивает новые сложные знания. Этот его твит стал абсолютно вирусным, у него уже практически 19,5 миллионов просмотров. И то, на чем сосредотачивается большинство людей, это части про Obsidian и Wiki, которые реально хороши, про которые мы будем скоро говорить подробно, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, не пропускайте новые видео. Но здесь есть инструмент, который он упомянул, и, думаю, большинство людей это просто пропустило. Он говорит здесь, что вместо получения ответов через текст или просто в терминале, ему нравится, когда он рендерит для него markdown файлы или слайды в формате MARP. И это, мне кажется, реально имеет смысл, потому что когда мы изучаем что-то новое, огромная простыня текста, она, не всегда помогает. А слайды — это как раз то, что заставляет информацию разбиваться на небольшие визуальные порции. И если вы когда-нибудь имели дело с формой клиентской работы или любой другой коммуникационной практикой, вы знаете, что наличие слайдов — это ключ к передаче ваших идей и результатов. Итак, что такое MARP? Это расшифровка Markdown Presentation Ecosystem, либо экосистема Markdown презентаций. По сути, что вы делаете, это вы пишете или создаете простой текстовый файл, и MARP превращает это все в слайды. Поэтому, если мы посмотрим на наш пример вот здесь, мы увидим, что это полностью проработанная презентация, но которая своими исходными данными имеет текст, и мы можем стилизовать ее так, чтобы здесь была сводная информация, данные, даже фотографии, а также различные стили шрифтов и множество визуальных эффектов, таких как столбчатые, круговые диаграммы, что вы можете сделать довольно легко. Все это сгенерировано в Claude Code с использованием навыка MARP, который я, кстати, вам тоже отдам, так что смотрите до конца. Друзья, вы помните наши базовые условия. Вам необходимо подписаться на этот канал, оставить комментарий под этим видео, чтобы его увидело как можно больше людей, и поставить ему лайк, а также посмотреть на наши мастер-классы и бесплатные материалы, ссылки на все эти ресурсы в описании к этому видео. Обязательно переходите и заскакивайте. MARP, по сути, дает нам очень интересное сочетание HTML и Markdown файлов, то есть мы можем задавать базовые стили для нужных нам элементов, но весь контент и таблицы — это обычный Markdown, который мы с вами видели уже множество раз. Здесь могут быть quick-чарты, соответственно, с правильным скиллом Claude Code создает эти чарты и просто без проблем вставляет их непосредственно в наши слайды. Здесь могут быть точечные слайды, которые отображают исторические моменты и помогают нам их показывать в выигрышном свете. Как я сказал, круговые диаграммы. И, например, даже динамические элементы, такие как выпадающие списки или тоглы, которые скрывают или показывают данные в зависимости от того, на каком этапе мы сейчас в презентации находимся. Здесь могут быть картинки. То есть, по факту, все то, что нам нужно, когда мы делаем довольно крепкие, но простые презентации. И теперь создание этих презентаций может занимать буквально считанные секунды, когда вы вооружены Claude Code и правильным скиллом. Итак, чтобы показать вам какой-нибудь базовый пример, я себе запустил Claude Code. Вы можете запустить Antigravity, курсор или Windsurf, или вообще чем вы пользуетесь. Любая нейронка или любой инструмент, который поддерживает использование скиллов, вам подойдет, и нам понадобится с вами скилл. Кстати, если вы Claude Code не хотите запускать в терминале, вы всегда можете перейти в расширение Visual Studio или Antigravity, что по сути является одним и тем же. Вам здесь нужно будет поставить, во-первых, само расширение MARP, которое позволяет вам рендерить HTML и Markdown файлы для их просмотра. И, конечно же, вы можете себе захотеть поставить расширение Claude Code для того, чтобы не в терминале с ним работать, а в сайдбаре. Я предпочитаю работать в терминале, хотя разницы мало довольно сейчас. Также нам с вами понадобится создать каталог .claude, который у меня уже есть, но для примера покажу. В зависимости от того, каким инструментом вы пользуетесь, у вас может быть каталог другой. Для Antigravity он иначе выглядит, для Claude Code именно Claude. Соответственно, внутри этого каталога нам нужно будет создать каталог skills и дальше уже поместить конкретный скилл, который называется MARP Slide. На просторах интернета вы можете найти буквально парочку скиллов для MARP. Все они не очень, поэтому я сюда прикладываю доработанный скилл, который покруче перформит, и этот доработанный
скилл я положу себе в бесплатную телеграм-группу, так что туда заскакивайте, там его забираете и закидывайте как раз вот в эту структуру. Клод, потом skills и потом уже нужный каталог marp slide. После этого нам нужно будет с вами перезапустить Клод-код, если он запущен. Если он не был запущен, просто его запускаем простой командой. Кстати, если вы с Клод-кодом только начинаете разбираться, у нас есть топовый мастер-класс, так что проходите Клод-код мастер-класс, ссылка на него тоже будет в описании. А теперь нам с вами нужно проверить, видит ли наш Клод-код нужный скилл. Мы выполняем слэш-команду скиллы и видим, что здесь есть marp slide скилл, который нам как раз потребуется. Выходим отсюда и говорим такую вещь. Если у вас, допустим, есть какой-то скоуп данных большой, и вы хотите по нему создать презентацию, вы можете этот файл с данными положить прямо в ваш каталог и сказать: вот мои данные, создай слайды в соответствии с этими данными, с их структурой. Я подумал о том, что у нас же есть классный проект Agent, который набирает популярность, у него уже 275 звезд на гитхабе, поэтому обязательно ему ставьте звезду на гитхабе после того, как попробуете, если он вам понравится. Но прикол в том, что это наш ответ OpenClaw, который классно работает и перформит. Это довольно большая уже страница Redmi, которая описывает разные возможности этого продукта Agent. Я могу забрать, например, ссылку, вставить ее сюда, и то есть это ссылка на наш GitHub репозиторий, где описаны его возможности. И я захочу, допустим, создать некоторую презентацию, по которой я смогу рассказать кому угодно в красивом графическом виде, что такое Agent, и разбить это все по слайдам. Поэтому я кладу сюда ссылку и говорю такое. Привет, я тебе только что дал ссылку, пожалуйста, возьми эту ссылку и воспользуйся скиллом marp slide, и по readme файлу, по всем нюансам, которые там есть, создай мне классную презентацию. Не забудь там использовать графики, картинки, списки вложения, SVG-анимации, вернее, SVG-иконки, все, что ты посчитаешь нужным, чтобы донести идею клево. Отправляем нашу команду в Клод-код. Мы должны проследить, что он воспользуется скиллом marp. Сейчас он хочет прочитать ссылку, для этого ему нужно мое разрешение. Да, хорошо. Вот, он говорит: я Redmi получил, теперь создам презентацию. Так, я вижу, да, что он загрузил скилл marp slide и начинает работать сразу с двумя источниками: скиллом, то есть самими навыками, и непосредственным Redmi файлом, который он забрал из моего гитхаба. Итак, Клод-код говорит, что я только что закончил, и дает мне сводный отчет о том, что же было сделано. Он говорит, что он просто по одному файлу поместил туда ключевые фичи, архитектуру, правильную инсталляцию, конфигурацию, технический стек и многое-многое другое. Каким образом мы можем теперь это посмотреть? У нас появился markdown файл, .md файл, который как раз говорит, что это markdown. Как мы видим, здесь довольно интересная структура. Здесь есть стили, которые скорее соответствуют HTML файлом или CSS файлу, но при этом здесь есть и обычные markdown элементы в сочетании с HTML. Мы только что открыли этот файл, и вот здесь, если мы поставили себе расширение marp, должна появиться кнопочка, которая называется «Открыть превью». Мы ее нажимаем и смотрим. Давайте сделаем пошире. Кстати, прикольно, он даже создал SVG иконочку для того, чтобы показать, что такое Agent. Ну, она чуть не похожа, но вообще прикольно, смотрите. Подбор цветовой гаммы, он тоже не случайен, потому что в скилле прописан несколько тем, которые хорошо работают. Он решил использовать темную тему, но там есть и светлые темы, если что. Смотрите, он нарисовал даже схему. Давайте на нее повнимательнее посмотрим. Да, каким образом выглядит Agent, какая его структура, каким образом здесь все происходит. Прикольно. Дальше, ключевой фичи, и здесь классные фактоиды, прямо вместе с иконками, которые прямо выглядят неплохо так. Архитектура самого Agent тоже он забрал по Redmi файлу. Вообще говоря, прикольно. Я даже не ожидал, что будет настолько прикольно. Да, таблицы, тут читаемость не очень, но мы что должны понимать, что ведь это же все Markdown, соответственно, если мы нажмем сюда 2 раза, мы перескакиваем именно на то место, где мы сейчас расположены. Вот наша таблица, вернее, если быть точнее, то вот она. И мы же можем, например, начать редактировать этот файл, и мы видим, как все изменения прокидываются прямо здесь, что, вообще говоря, круто выглядит. Видите, все сразу рендерится в соответствии с тем, что мы делаем. Мы можем, например, если нас устраивает результат, если честно, результат даже лучше, чем я ожидал, допустим, мы можем сказать Клод-код такую вещь. Слушай, прикольно получилось, но сами таблицы чуть-чуть нечитаемые, поэтому я сейчас тебе дам скрин. Сделай так, чтобы таблицы классно выглядели с темной темой. И мы можем просто забрать, вот, например, скрин таблицы и дать его просто вставить в наш диалог слот-код, и мы видим, что он прикрепляется вот сюда, вот он, image one, и теперь мы можем отправить новый промпт в наш Клод-код.
Отлично, видим, что он нам говорит, что все готово, и изменил стили таблиц, убрал бордеры, заголовки. И вот мы тут видим, что как раз стили изменились, да, ховеры остались. Мы можем в следующей итерации это все поделать. Вообще говоря, выглядит довольно клево, если честно. Теперь эти презентации могут уйти на экспорт в PDF или в обычный формат презентации, и потом вы можете их забрать и уже использовать для своих нужд. Ну что, я думаю, слайды MARP — это действительно мощный инструмент, и Андрей Карпата использует их, чтобы превращать сложные исследования в действительно крутые визуальные идеи. Я думаю, что это очень хорошо для более быстрого усвоения информации. Надеюсь, что это было полезно, и если это так, то рассмотрите возможность подписки на наш канал, потому что это очень помогает нам выпускать больше подобного образовательного контента. И увидимся в следующий раз. Ребята, всем пока!